Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала. Те, кто, быть может, совершенно случайно заглянули на канал Таро Немо. Таро расклад. Что случится, что произойдет со дня на день, совсем скоро, может быть, буквально вот-вот. Чего ждать, с чем это или с кем будут связаны эти события, вот давайте с вами узнаем. Так что же для вас в ближайшие дни, буквально, может быть, тут у кого как, правда, ближайшие дни. Это может быть и завтра, это может быть и сегодня, то есть где-то совсем близко, вот-вот. Но все же иногда это может растягиваться на неделю, может быть и две. Тут плюс-минус у каждого по-разному, потому что расклад общий. Вот давайте мы с вами вначале выполним сигнификацию, чтобы вы могли определиться, насколько наш расклад подходит вам. Вот что о вас расскажут карты. Как они видят вас, вашу жизнь, что сейчас происходит. У кого-то король жезлов. Но правда, мои дорогие девочки, может быть, это связано с решением какого-то человека. Иногда эта статусная карта будет говорить решение организации. Мои дорогие мужчины, это ваша страстная любовь. Почему нет? Такое тоже я вполне могу предположить. И, может быть, вот эта любовь, которая, ну, рассмотрит расклады Таро, скорее всего, что-то не так или пошло не так, да, и вы ищете подсказку, пытаетесь что-то продумать. Мои дорогие девочки, тут вы тоже можете где-то, может быть, по части личной жизни думать, а почему вот так случилось, а почему сложились именно вот так обстоятельства, может быть, что-то развивалось. Ну, давайте, что еще о вас? Хотя тут может быть больше мужчин на этот расклад, хотя около 30% обычно смотрят мужчин мои расклады. Но тут правда что-то не получилось, не срослось. Были какие-то мечты, были задачи, а в итоге открылась, может быть, какая-то правда или обстоятельства. Так складывается то, что мы думали, а вот реальность, она как будто бы другая. Ух ты, тут какое притяжение, правда? Хоть тут я на любовную тему, прямо скажем, очень редко делаю расклады, мне их совсем немного. Но тем не менее тема личной жизни, может быть, она взаимосвязана, знаете, как отношения и вопросы дома, вопросы денег, вопросы детей. Может быть, это для кого-то из вас, ну, вот такие двое сложных людей, потому что король жезлов – это у нас харизматичный лидер. Ну и, конечно, карта силы – это больше такое критическое мышление, прямо вот конкретно. Иногда по этой карте мы говорим о притяжении взаимном, да, когда огонь, где-то страсть, но, может быть, и те отношения, которые вроде бы они, может быть, и закончились. А вот все равно в нашей душе продолжает жить этот человек. Он продолжает как минимум жить в наших воспоминаниях, потому что, ну, вот так вот не сотрешь. Да, не возьмешь ластик и вот сказать самому себе или самой себе этого не было. Так не получается. Но явно что-то не устраивало одну и вторую сторону. Причем в этих отношениях, скорее всего, мужчина, он тоже был сам по себе, но женщина оказалась более рациональна. Может быть, она смогла, ну, даже сложные какие-то свои чувства, как переступить. Ну, давайте, может, не только про любовь. Не только про любовь, это правда. Знаете, тут даже могли быть такого рода отношения, когда, к примеру, если мы уже про личную жизнь, именно любовную историю закончим, да, когда прежде именно вот эти отношения, и любовь была, и чувства были, и забота друг о друге, может быть, какое-то время была, но потом явно что-то поменялось, и вот эти самые разочарования, они где-то разрушили этот союз. Или, по крайней мере, какую-то сумятицу в жизнь пары они внесли. Но чего бы там ни касалось, да, по какой причине явно не вместе, да, то есть вот именно разочарование какое-то разделяет. И вроде бы и приятные эмоции тоже. Но самое главное, в этих отношениях пришлось прозреть. Именно прозреть, потому что нельзя на что-то закрыть глаза. Причем как одному, так и второму. И вот теперь остаются некоторые либо технические вопросы, скажем так, у кого-то это вопросы дома, у кого-то вас объединяет работа или какой-то денежный компонент.
Ну, может быть, у кого-то это помощь, да, со стороны мужчины и женщины, может быть, как забота о детях. Но, может быть, и творческий проект, а почему нет? Или какое-то сотрудничество. Может быть, и даже была пара, была любовь, создали какой-то проект, вместе начали, да, но потом жизнь развела в разные стороны. И тут у каждого своя причина. Ладно, что еще о вас расскажут карты? Ну вот сейчас на кону деньги. Или решение каких-то ваших важных вопросов. Причем, пусть это даже не денег касается, но 2 материальные карты. Значит, у кого-то жилье, у кого-то нерешенные многие темы. И здесь, ну вот, хочешь ты или не хочешь, сколько бы тут бабочек в животе не летало, а вот реалии, они другие. Вот пришлось вернуться к какой-то реальности. И для вас, мои дорогие девочки, ну вот это вы сейчас в какой-то сложной ситуации один на один. Может быть, сложная она именно потому, я здесь вижу, что паш чаш чувства не оставляют. Хотя вы очень ресурсные. Извините, дорогие мои мужчины, тут для вас может быть такой момент неожиданный, когда женщина оказалась, ну, где-то с вами наравне. Потому что очень ресурсная, очень сильная женщина. И тут не получается ее превратить в домашнюю кошечку, которая будет делать то, что вы хотите. Нет, тут так вот не получается вообще ни разу. И, может быть, эти чувства где-то вы сейчас можете быть в смятении. Почему так получилось? Потому что, ну, вроде все начиналось, и, может быть, какие-то, знаете, ваши шаблоны без обид, когда, ну, вы строите отношения с женщинами определенным образом. И, в принципе, вы уверены, что вы этим управляете. Ну, вдруг, откуда ни возьмись, в вашей жизни появилась та, которой невозможно управлять, она сама по себе. Она не боится остаться одна. Вот тут, наверное, самое главное отличие и как сигнификация, мои дорогие девочки, для вас, но и для мужчин где-то тоже. Та женщина, которая способна да практически многое преодолеть, начать все сначала. И я могу сказать, для девочек у вас жизнь так потихонечку нормализуется, стабилизируется. Для кого-то уже это произошло. Вы сейчас, может быть, заняты такого рода вопросами, которые именно больше с благополучием связаны и ни разу не с эмоциями. Поэтому, может, научились критически мыслить и себе сказали, все, баста, с этой минуты никаких сюсю-ля-ля, жизнь ничего другого не оставляет, что надо быть реалистом. А еще раз замечтаюсь, ну и опять в какой-то капкан угожу. Да, может быть и так. А мужчина может думать, ну, как тут, с каким тонким подходом подобраться к женщине. Ну вот для кого это совпадает? Что о вас еще расскажут карты? И вот тут двояко, смотрите. По шестерке мечей девушка может быть занята работой. А мужчина будет желать встречи. Девушка где-то или, ну, неважно, да, кто, мои дорогие девочки, вы можете рассматривать какую-то встречу, поездку, но вы больше видите в этом прикладной какой-то характер или пользу, мои дорогие. А мужчина может где-то жаждать этой встречи или думать об этой встрече. Может быть, мужчины, мои дорогие, вам именно может мешать тот компонент, что вы сейчас где-то не вместе. Вот явно есть, а даже если и вместе, то тогда непонятно, как подступиться. Может быть, ну, какая-то э, размолвка была, или не разговариваете, может быть, вы, да, нашла коса на камень, но это вы больше в замешательстве, а где-то женщина, она уже переступила этот порог. И, может быть, вам именно хочется на нейтральной территории встретиться. Вы считаете, что, ну, не буду я писать, например, да, или как я могу свои чувства передать. Для мужчин иногда это бывает достаточно сложно. Пусть не для всех, но все же. И вы бы хотели именно какого-то тактильного, скажем так, компонента в ваших отношениях, когда бы вы могли, совершить какой-то разговор, глядя в глаза, когда вы могли видеть глаза собеседницы. И, может быть, вы сейчас именно и продумываете,
о том, как встретиться, либо куда-то поехать, либо, может быть, ну, у кого-то контакт сохранен, может быть, без прежней душевности, без прежних сентиментов, комплиментов, каких-то приятностей, ну, потому что ничего другого не остается. Тут отношениям задает тон именно женщина, увы, не мужчина. И тогда, ну, тем не менее, разные варианты будете искать для того, чтобы эта встреча состоялась. И вы знаете, тут правда, тут нужна какая-то встреча. Именно нужно встретиться для того, чтобы что-то прояснить. Но если мы с вами рассмотрим в целом ситуацию и совсем не про любовь, то мы будем говорить, что есть какие-то вопросы в целом у вас, которые касаются согласований, документов, может быть, работы. И вы, может, когда-то прежде были уверены, что у вас получится что-то осуществить. И все оно к тому шло. Но вдруг какая-то реальность, ну, как может быть, закон, важная бумага или какие-то перемены, которые связаны не с вами, а именно с человеком или с изменениями на работе, например. Отчасти может быть такое. Изменился закон, изменились какие-то приказы, изменилось положение. Вот в целом какое-то положение изменилось у вас. И у вас, может быть, какой-то период был такое разочарование, но вы взяли себя в руки и поняли, что, ну, ничего не поделаешь с этим. Нужно какие-то новые методы, подходы, может быть, новая работа, у кого-то вторичный заработок запросто, потому что 2 материальные карты, когда есть один источник дохода и есть второй источник дохода. Тогда я могу сказать, кто вы. Значит, я могу предположить, был, может быть, и раньше какой-то план по части поездки, переезда или работы удаленной, может быть, и перемещения, у кого-то просто желание путешествовать. Но это не пошло. Это не получилось сделать в том контексте по разным причинам, как прежде. Но вы сейчас возвращаетесь к этой возможности и думаете, а получится ли теперь? Вот когда я стабилизирую какое-то положение или когда я уравновешу финансовую ситуацию. Ну вот как-то так. Давайте будем смотреть дальше. Я соберу эти карты. Если это где-то перекликается с тем, что происходит в вашей жизни прямо сейчас. Если карты рассказали о вас, вот давайте и будем смотреть. Так что же случится, произойдет со дня на день, в ближайшее время, то есть буквально скоро? С чем будут связаны эти события? Что нам дальше раскроют, да? Личную жизнь или все-таки деловую сферу? Что случится, произойдет? Ну да, вот это разочарование. Выздоровление. Вот сейчас вы проходите, ну и, видимо, может быть, еще какое-то количество дней вперед. Вот этот процесс выздоровления, он быстро не идет. Мы должны как будто, ну, пройти какой-то жизненный этап, прежде чем мы вот эти грустные мысли, когда мы не просто, а тут может быть и чувство, глубокое сожаление, словно кричали от боли, но теперь уже сердце не болит. Уже у вас какая-то боль, ну, как кульминация, да, боли, она отпустила. Но вот эти шрамы, они ноют. Карта где-то говорит, ты эту историю надолго запомнишь. Но выздороветь нужно, потому что именно после такого жесткого какого-то случая, разочарования, прозрение и наступает. Тем не менее, у вас вы правда ресурсная. Тут у вас есть какие-то возможности решить вопросы по части жилища раз, но и в целом стабилизировать какую-то ситуацию, обстановку два. Более того, по этой карте нам также говорят где-то материальные вопросы, проблемы. Но здесь есть возможность вырулить как-то на обгон или постепенно, шаг за шагом, вот уйти, да, вот от этих разочарований. Праздник после победы, мои дорогие, буквально у вас на пороге со дня на день. Какое-то хорошее, доброе известие, точно. Вам какой-то человек придет на помощь, возможно. Для кого-то из вас придется решать ряд финансовых вопросов. И здесь, ну, есть тот, кто вам помогает. Может быть, помогает в работе. Может быть, помогает м, даже в решении каких-то вопросов. В принципе, есть человек, ну вот как ваш человек. Я не знаю, кто он. Может быть, это родственник, друг, подруга. Нам не про любовь говорят, нет. Все же тут у нас деловая сфера больше идет. Или вопросы денег.
или решения через деньги, может быть, каких-то тоже тем для вас очень важных. Но здесь вы не один или одна. Может быть, вы, ну, сами пытаетесь, находите какие-то контакты для того, чтобы и вам как будто нужно прояснить, вы не хотите разочарований, вы не хотите какого-то повторения, не хотите боли. Для кого-то из вас это именно вы сейчас можете обдумывать, кто как бы со мной, кто с вами идет, кому с вами по пути, кто готов вас сопровождать, а не быть на время, да, на тот период, когда именно эмоции соединяют. Что случится, что произойдет со дня на день. Но вот, видимо, вот это разочарование, оно вас правда сделало сильнее. Ведь всегда по королеве жезлов это та, которая сделала себя сама. И где-то тоже карта говорит, что именно вот эта сила, она не пришла из ниоткуда. А она вот от того, что, может быть, многократно через какую-то боль довелось пройти. И теперь вы себя защищаете. Вот сейчас вы не готовы как ринуться в бой или что-то делать опрометчиво, или вам предложили, и ох, мы уже вот спохватились, побежали куда-то. Нет, садится думать королева жезлов. Более того, это тот человек, который умеет правильно работать с информацией, поэтому не замылишь глаза уже, не получится. И неважно, что там любовная история или деловая, сфера умеет зерна от плевел отделять. И второй момент – правильно распоряжаться деньгами. Деньги явно на кону, то есть имеется в виду, денежная тема для вас более чем актуальна. Что еще случится, произойдет? Будет какая-то возможность, для кого-то из вас буквально будет информация, когда вам нужно будет принимать решение. Но мы будем говорить со дня на день, как будто выздоровление, вот оно, вы шаг за шагом приближаетесь к тому этапу, когда вы сможете некоторые вопросы с прошлого, ну, как будто стряхнуть с своих плеч, в чем-то поставить точку. Какая-то перезагрузка, она должна была в вашей жизни прямо как по судьбе произойти. И вот это выздоровление, ведь тут тоже по страшному суду есть такое значение, как выздоровление. Мы именно выздоравливаем от наших предубеждений, может быть, и от наших иллюзий. Вот есть какая-то конкретика, посмотрите, все конкретные карты. Ни одной, которая витаем в облаках, вот вообще ни разу. Поэтому для тех из вас, у кого ситуация касается личной жизни, но не время тут с позиции эмоций, воспоминаний. Тут наоборот, часть воспоминаний надо оставить в прошлом. Может быть, себя чем-то не тешить, но, может быть, и более рационально даже к вопросах отношений подойти. Мы все разные, правда? Но именно когда мы больше видим или лучше видим реальность, ее оцениваем, не с позиции, как бы нам этого хотелось, а вот, может быть, даже буквально с ручкой, карандашом садимся писать, что в моей жизни есть сейчас на самом деле. И попытаемся написать, может быть, даже, да, как это видим мы, и представим себя сторонним наблюдателем, пропишем на другой половине этого листа, а что же есть в реальной жизни. Вы знаете, совершенно другая картина откроется. Вот действительно, у вас какое-то событие для вас как этап подготовки перед стартом произошло. И люди, явно был человек судьбоносный, или пусть это ситуация, это тоже как по судьбе. Так что же будет развиваться, что будет в ближайшее время, в ближайшие дни? Ну вот последний старший аркан, последний аккорд вы в какой-то прежней разочаровывающей истории вы точно поставите. Аркан мир. Если для кого-то по прежней сигнификации мы говорили поездка, встреча, переезд, общение, вот оно явно будет. Вы будете либо готовить вот эту поездку, или вы будете готовиться сами к встрече, или, может быть, к далекому путешествию. Вот этого я тоже не исключаю. Значит, вас могло, словно пространство на какое-то время, задержать, чтобы открылись некоторые подробности, чтобы для вас жизнь была как переформатирована в какую-то новую реальность. И по этой карте нет ничего невозможного. По этой карте могут также, я допускаю, старший аркан, и вокруг вас быть доброй энергией, может быть, со дня на день, когда вы встречаете либо людей, которые вам не создают противодействия, давайте скажем так, в целом,
Или это могут быть какие-то контакты, кстати, даже онлайн, потому что мир — это пространство, эфир, интернет, ну, может быть, и буквально звонки, переписка какая-то, деловая переписка, не обязательно мы тут про любовь, но мы тут можем с кем-то договориться. Могут и, знаете, перед нами, как мы решали какой-то вопрос, не знали, в какие двери войти. Вот здесь будет понимание, куда надо и куда точно не надо. Что будет, что произойдет в ближайшие дни, со дня на день. У кого-то из вас паш Пентаклей. Это могут быть вопросы, связанные даже с детьми, или это какая-то приходит весть. Будьте внимательны, у кого-то это может быть то известие, которое вас вынуждает, ну, даже, может быть, что-то изучить. Ну, как будто нельзя сделать как прежде. Вас тут само пространство перестраивает и выводит вот из какого-то периода, когда, ну, как сомнамбула. Девушка наша смотрит в зеркало, но вот та обстановка, в которой она находится, почему-то она представляет совсем другое. Карта искаженного восприятия. Вот вы, может быть, подводите итоги по части того, что это, кстати, за деньгах может выражаться, потому что, ну, как никаких трат. Вот сейчас нужно экономить. Может быть, и есть какие-то желания, эдакое что-то прикупить или даже необходимое. Но в ближайшие дни, мои дорогие, где-то с деньгами будьте внимательны. Это в целом для всех, для каждого, потому что тут нельзя буквально просчитаться. И если даже деньги вы какую-то сумму получаете, она должна быть более качественно распределена. Тут есть какая-то иллюзорность финансовая. Не прошляпьте. Но на кону все равно какой-то приятный, душевный, эмоциональный подъем. Вы все равно, как знаете, внутренне чувствуете: "Да я могу все, только стоит захотеть". Будет и радость, может быть, или где-то это радостное известие. Но тут, правда, замылить себе глаза никак нельзя, потому что вверху много материальных карт. На кону ваше благополучие, но радость будет. Карта мага. Вы можете столкнуться с такими людьми, которые умеют правильно манипулировать, которые, ну, может быть, отчасти где-то в первую очередь это не плохо, не хорошо, это человек такой. Он преследует свои интересы. Он умеет не говорить ни да, ни нет, уходить от ответов, уходить от обязательств, поэтому рассчитывайте сами на себя. Мы можем точно так же эту карту переложить и как совет вам, потому что это у вас таки энергия. Может быть, когда спадают розовые очки, когда спадают какие-то иллюзии и пустые надежды. Сразу наступает праздник. Почему? Потому что мы начинаем верить в собственные силы. И поверьте, тогда, ну, как знаете, одно мгновение может изменить ваше отношение к самим себе. Причем настолько это кардинально, как и глаза открылись, словно прозрели, и словно вот мир или то, что я видел еще вчера, но я сегодня почему-то вижу в других горизонтах. У вас возможности какие-то идут. Но такие неоднозначные, вам непривычные. Здесь совершенно в каких-то других правилах, в других регулировках, другими методами нужно будет решать какие-то темы, вопросы. И знаете, предварительно словно наблюдать, анализировать. Какая-то история у вас будет еще продолжаться, мои дорогие. Может быть, это вы в чем-то поставили точку. Пусть это отношения, правда, мы смотрели. А у кого-то ситуация, которая с документами, консультациями. Два старших аркана — маг и умеренность. Во-первых, старшие арканы будут говорить, что ваша тема зависит либо, правда, от решений конкретного человека, персоны, может быть, организации, каких-то установок, правил, может быть, и сроков, мои дорогие. Умеренность быстро не пойдет. Но это точно так же может, даже если мы говорим о человеке, то у человека, с кем вы взаимодействуете, у него в жизни тоже что-то сейчас переворачивается, словно вверх дном. Он тоже вынужден делать какие-то важные выводы, и, может быть, ему и страшно, боязно. То есть у него идет какой-то мыслительный процесс или, ну, пытается человек провести параллели, брать ответственность или нет, соглашаться на что-то или нет, или наоборот, целенаправленно как увильнуть от этого вопроса или дела.
Но тем не менее, пусть пока еще ясность не наступила, в ближайшие дни, по крайней мере, да, мы ведь смотрим, сейчас мы продолжим. Но это будет продолжаться. Точки здесь точно нет в вашем вопросе. Так что же там будет со дня на день? Что скоро случится, что скоро произойдет? Что нам еще расскажут карты, что скоро случится? Опять же Луна. Вы знаете, избегайте толпы, избегайте каких-то сложных ситуаций, двойственных. В каком плане? Вам как будто не надо ни к какому лагерю примыкать. Вам нужно постоянно держать себя в нейтралитете, не выдавать через свое лицо, может быть, буквально, да, чтобы никто не мог считать, что вы думаете. Тут действительно вам нужно быть магом и волшебником. И, может быть, это вопросы по части семьи и дома. Здесь вы себя таким образом бережете, потому что тут будет не просто что-то продолжаться, а какая-то задвоенная история, задвоенная ситуация. И идет явно могущественная сила, которую вы не можете преодолеть. Может быть, это связано с внешними событиями. Вот буквально у кого-то закрытые границы, сложности, может быть, в оформлении с документами. Может быть, это именно внешняя обстановка, которая вам прямо сейчас что-то не дает возможности осуществить. Или денежная ситуация, которая вас тоже так ограничивает, но скоро будет меняться. Скоро вот эта карта, смотрите, это карта успеха, и причем стремительного успеха. Эта карта сама по себе перемен. И по аркану колесницы, скорее всего, правда, вы, может быть, засобираетесь куда-то более быстро. И вот после, вот какой-то период пройдет, да, словно по умеренности, по магу, ничего не происходит. И вроде бы мы уже маг, ведь он очень интуитивен. И вы можете интуитивно тоже чувствовать, нет, вот-вот что-то будет меняться. Кстати, очень целесообразно по нашему, периоду, в котором мы с вами живем. Так вот, нам объявят. Может быть, мы как раз это услышим, но словно лед тронулся. Но для вас вот именно вот эта работа интеллекта, да, и интуиция. Интуиция — это не что иное, как именно интеллект и наш какой-то опыт, даже минусовый, нас делает сильнее. Тогда мы точно знаем, куда мы не пойдем. Но поверьте, скоро перемены эти наступят. Потому что по-другому с этими картами никак не получится. Вот какая-то темнота, сумерки заканчивается. И будьте готовы к тому, что вам вполне вероятно, может быть, и мелкие какие-то передвижения, перемещения вам придется делать и ездить куда-то, что-то узнавать и надеяться, посмотрите, 3 старших аркана, надеяться самим на себя. Сохранять финансы, как я уже сказала, даже если наш расклад и у кого-то именно личная история. Тут, понимаете, может быть, как события врываются и в вашу жизнь, но поверьте, даже с личной историей они точно так же врываются в жизнь человека. А если это организации, там тоже какая-то система, порядок меняется. Перемены, которые затрагивают все сферы жизни. Перемены, которые где-то ломают устоявшиеся шаблоны. Когда в них, вот когда мы находимся, да, как в эпицентре перемен, тут нужно действительно самого себя сохранять. Но я должна сказать, если вы вот так вот себя сориентируете, что я именно иду в одиночку какой-то путь. Может быть, я никому не афиширую, никому не говорю. Тогда и помех у вас будет меньше. Здесь как жизненный путь у вас выстраивается в совершенно новую конфигурацию. И вот из девятки жезлов вы как будто будете выходить. Будьте готовы к тому, что еще один старший аркан. Смотрите, как будто что-то развивалось. Отшельник идет. Это не карта паузы, но отшельник идет медленно, слушая интуицию. И вот часто фонарь в руке отшельника в традиционных колодах Таро. И это по преданию как раз интуиция. Фонарь включается ровно в то время, когда это нужно. Не гоните от себя какие-то мысли, пусть даже альтернативные. Наступит у вас, тем не менее, со дня на день тот момент, когда вы себе скажете: вот в каком-то деле, точка, я сделал все, что мог. И с этого момента еще раз что-то будет меняться, потому что колесо фортуны. Потому что выход, да, идет из какой-то
застоявшейся ситуации, когда как раз мы ничего сделать не могли. По колесу фортуны и запускается механизм перемен. Тут у вас в этом ряду, посмотрите, обалдеть, правда. Извините, вырвалась. Ну, у вас одни сплошные старшие арканы. И даже если вы посмотрите мои видео, ну, не так часто такое выпадает. По аркану колесницы мы сказали, да, как время стремительно мчится. Поэтому, если была какая-то пауза, то здесь как время убыстряется, что-то шаг за шагом проясняется. Вам нужно взять паузу, как будто самим что-то обдумать. И не все на 100%, как я сказала по девятке жезлов. Обязательно будет какой-то компонент, потому что идти вперед придется по этой карте. Нам тоже где-то говорят опять искусство мелких шагов, но есть и тот компонент, который все, мы сделали все, что могли. Принять какую-то новую реальность. И посмотрите, буквально следующие две карты, опять старших арканов. Внешние события и еще раз что-то меняют. И еще вам дают либо какие-то возможности по колесу фортуны, когда уже время нельзя упустить. Я часто говорю в раскладах, представьте колесо, вот мы смотрим на него со стороны. Нам кажется, оно идет наверх, как будто, да? А потом достигает пика, как верхней точки, а потом оно спускается вниз. И вот поэтому нельзя терять времени. Когда карта это выпадает, это не буквально сию секунду, но где-то в ближайшие дни, со дня на день такое может быть. Вот как фортуна. Фортуна – это никогда не знаешь, ну, такой, знаете, своего рода шанс. Иногда этот шанс, как кризис, это возможности, я такое не исключаю. А иногда это наш инсайт, какая-то идея, мысль. Может быть, какое-то и предложение. Вверху аркан маг. Вы от чего-то не можете отказаться. Если есть какая-то тема, которая точно не имеет прогресса, и мы в этом ставим точку, то есть то, что мы не должны упустить. И это идет очень близко. Будьте мудры, проницательны. И договариваться придется. Как лед действительно тронулся. И если у нас был, вот, может быть, об этом нам и говорит аркан Страшный суд, да, перемены происходят. Но эти перемены, они, вот смотрите, как будто идут в затяжку, в развалку. Но, тем не менее, потом какая-то аналитика, она должна перейти у вас в действие, в какую-то активность. И более того, на кону выбор. И у кого-то буквально аркан. Выбор будет касаться личной истории взаимоотношений. А у кого-то это выбор еду, не еду, работаю, не работаю. Но явно дипломатию вам придется проявлять. Ладно, давайте еще спросим. Что же прояснится у вас в ближайшие дни? Давайте вот такой вопрос зададим, потому что по старшим арканам тут может быть, да до бесконечности можно трактовать. Что прояснится в ближайшие дни для вас? Начало какое-то. Кто-то получит за последующие дни несколько вестей, да? И, может быть, первая какая-то весть, как первая ласточка, а следом за ней придет что-то более утверждающее, более материальное, когда вы понимаете, что да, вот именно сейчас нельзя упустить какую-то возможность, мои дорогие. Это точно. Что прояснится. Ну, дорога-то какая-то и прояснится. Или путь. Может быть, это жизненный путь. Так получилось, что вверху аркан отшельник. Мы должны были, может быть, столкнуться с какой-то сложной ситуацией, чтобы не было иллюзий, но с другой-то стороны и сами себе какого-то жаха не нагнать, будем говорить, да, страхов или ужасов в себе. Здесь нужно быть реалистом. И по шестерке мечей это правда какая-то поездка, какие-то важные контакты, которые уже в поездке или в каком-то важном разговоре. Вы можете как раз рациональное зерно и найти. Ладно, так что прояснится? У кого-то могут проясниться юридические вопросы, кстати. У кого-то вопросы по части работы, у кого-то и по части денег, банков, может быть, высоких инстанций. Ну и личная жизнь по королю Пентаклей тоже идет, мои дорогие. Для вас все важно. Нет, вот знаете, единственный момент – это именно разделить, может быть, и сложный момент, именно на то, что перспективно и время не потерять, а то, что уже не имеет никакого качества, не имеет смысла, не имеет прогресса. Поэтому карта мудрости, отшельник, и он ведь независимым.
всегда как бы, да, человеком у нас представляется. Поэтому вот эта независимость, она не через доказательства, не тогда, когда мы давим авторитетом. Мы не любим, когда и на нас давят. Мы сразу как будто выводы делаем, судя по всему нашему раскладу. Но так это вам тогда будет помогать отчасти? Может быть, и не было бы счастья, но какая-то грустная история вам помогает не оплошать, что прояснится. Приготовьтесь к тому, что вам себя как будто нужно сохранять по-новому. Или стабилизировать, правда, финансы, сохранять финансы, мы об этом уже говорили. Где-то нам тут карты сказали, что вы можете решить вопрос, потому что будет тот человек, ну, буквально, может быть, поможет деньгами, какая-то сумма, да, или пусть поможет вам решить какой-то вопрос. И шаг за шагом вот вы все-таки и придете к тем возможностям, которые вы обдумывали, может быть, и прежде. Но оно вот не пошло. И я могу сказать, кто-то помирится. Помириться, может быть, и сложные будут разговоры, но тогда не оборачивайтесь назад. Вот, кстати, об этом тоже говорит карта Колесница. Если ты умеешь не оборачиваться назад, даже если вы проводите какой-то диалог с близким вам человеком, тут не надо упреки строить или не надо вспоминать, что там было. Мы закапываем топор войны, мои дорогие. Буквально так. Иначе мы, ну, на лад дело не пойдет. Все равно придет к какому-то разочарованию. Тут еще и некоторая работа над собой. То есть видеть вещи целостными, видеть более мудро и нашу реальную жизнь, ну и себя-то вот в этой реалии тоже как-то по-другому оценивать придется. Но у многих из вас проиграется еще и такой момент, когда на работе могут быть перемены или связанные с деньгами, с работой. Может быть, это по работе какая-то командировка. Может быть, эта поездка будет совершенно необходима именно потому, что, ну вот как границы открылись, да, и вы теперь, вам надо, не теряя времени, ну, как-то перейти к осуществлению этой темы. Причем делать все максимально стабильно. Не рисковать собой ни разу. Ну и набраться мужества на какой-то период последующий вам тоже не помешает. Карта заслуженного успеха. Поэтому это мы как отплываем от прежнего берега. Но нам еще придется пройти какой-то дорогой, прежде чем этот успех мы получим. И вот пока мы будем это получать, мы будем все стабилизировать, да? Или пусть решать какие-то вопросы и с документами, и все-таки две денежные карты. Ну, видимо, деньги – один из способов взаимодействия с миром. И тут неважно, пусть это поездка, пусть это переезд далеко, или пусть это банально ваша деятельность, работа. Видимо, самое время сейчас думать о собственном благополучии. Качестве жизни где-то не без этого. Перекладывайте на себя, мои дорогие. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео и за ваши душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, переходите в телеграм-канал, там я публикую, ну, как бы и ссылки у меня там на все мое творчество, а также на основные два канала, Астро Инспирационный, Таро Инспирационный, где прогнозов больше у меня, конечно, по знакам зодиака, но также мой сайт, где я публикую гороскопы астрономические, астрологические точнее, и я буду вам искренне рада. Ну и оставлю ссылки в описании под видео вот для перехода как и к сайту, так и на телеграм-канал. Оставайтесь со мной, я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.